Всем привет, друзья! Это 19-я часть, и в этом видео мы будем разбирать сломанную клюшку. Почему так? Потому что ребро, уголок, получается клюшка, но так как белый цвет смотрит на нас, то получается она как бы сломанная. То есть обычная клюшка выглядит так, белый смотрит сюда, то есть клюшка ровная. Здесь получается так, как будто ее сломали, и белый смотрит на нас. Итак, по традиции начинаем с переднего правого слота. Первое положение, два алгоритма. Бесперехватное решение выглядит так. Оно очень быстрое, но я использую решение с перехватом, потому что можно перехватить, решить пару назад и забыть про этот слот и разбираться с остальными. Еще раз. Вот пара, перехват, решение. Тоже получается достаточно быстро, идет примерно за полсекунды. Второе положение. Здесь я делаю смещение и решаю пару назад, забыв при этом про правый слот, и открыты передо мной слоты, я решаю дальше куб. Еще раз. Ребро, сместили, решили. Очень быстро получается. Третье положение. Тут можно крутить такой алгоритм. Еще раз по фингертриксам. Движение R мы делаем нижними пальцами и отпускаем вот эти вот. Потом большим пальцем, указательным, и опускаем вниз. Тоже идет за полсекунды. И с этого положения я правым указательным подвожу ребро туда и перехожу на точно такое же решение. Еще раз. Все эти решения идет примерно за 0,5. Этого очень хватает. Второй вид пары. Здесь мы будем использовать только один алгоритм и фингертриксы зацепки. С этого положения решаем так. Переходим на зацепку и еще одна зацепка. Они помогают нам остаться в стандартном положении пальцев, рук и решать пару очень быстро. Ребро здесь. Мы подводим его и уходим на зацепки. Ребро здесь. Двойным движением подводим и решаем. И ребро здесь. Левым указательным подводим и решаем. Еще раз. Передний левый слот, первый вид пары. И тут можно решать без перехвата. Но я предпочитаю решение с перехватом, так как можно перехватить сюда и решить уже в левый задний слот, и у нас останется 3 слота перед нами, что очень удобно. Еще раз, просто перехватываем и решаем. Тут я использую как бы движение всей кистью, потому что у меня на левой руке так удобнее. Перехватываем, решаем. Ребро здесь. Тут я делаю смещение и также перехожу на решение в левый задний слот. Ребро здесь. Тут я опять-таки смещаюсь, потом подворачиваю верхний слой и перехожу на точно такое же решение. Еще раз. Ребро, уголок, сместились, решили.
И если у нас ребро встретилось здесь, то можно поступить двумя ситуациями, решениями. Можно, конечно, сместиться сюда и решить в правый передний. Но это когда у вас, допустим, эта пара последняя остается, и можно под правую руку себе и решить быстро. Либо можно сделать перехват, подвести и также решить в левый задний слот. Второй вид пары, первое положение. Тут я решаю следующим образом. Я правый указательный заношу сюда и перехожу на решение. Этот фингертрикс очень полезен в данном случае и решать пару очень быстро. Ребро здесь. Я подвожу и одновременно заношу палец сюда и перехожу на решение. Еще раз, ребро, подвел, решил. Так, еще раз, решение. Ребро здесь. Я подвожу ребро сюда двумя движениями и одновременно заношу палец. Ребро. Решение. И последнее положение, ребро здесь. Я подвожу и заношу палец. Очень быстро. Правый задний слот, первый вид пары. И такая пара очень сложна иногда для замечания. То есть ее трудно заметить. Но если вы ее заметили и у вас не остается выбора, чтобы решать другие пары, то придется решать эту. И я сейчас покажу, как ее решить наиболее выгодно и быстро. С этого положения, когда у нас ребро здесь, обычно просто делаем перехват сюда и решаем эту пару в левый задний слот. Это наиболее выгодно. То есть вот пара, перехватили, решили. Такое решение идет за 0,65, если замерять на таймер. Ребро здесь. Делаем смещение и переходим на точно такое же решение в левый задний слот. Еще раз, ребро, сместились, решили. Пара, решение. Ребро здесь. Тут мы опять смещаемся, подводим ребро и уходим на точно такое же решение. Пара, сместились, решили. И когда ребро здесь, то можно, конечно, сделать перехват сюда, подвести ребро и уйти на точно такое же решение. Либо можно сделать смещение в эту сторону. То есть я правой рукой смещаю и решить пару в передний слот. В принципе, эти два решения равносильно. Можете использовать вот этот вот вариант, когда у вас пара не последняя, либо использовать решение в передней правой, когда эта пара последняя. Что здесь можно сказать? То, что опять нас спасают смещения, так что, если вы еще не юзаете их, то используйте. Начинайте прямо с этого момента, потому что, о господи, гора алгоритмов построены на смещениях. Вторая вариация пары, и тут нам поможет одно решение. С этого положения делаем так. Делаем мини-перехват, потом зацепку, и последнее движение делаем вот этими пальцами, чтобы остаться в стандартном положении рук. Еще раз, вот пара, перехват, зацепка и доворот. Так, пара, решение. Ребро здесь. Тут мы не отрываем пальцев, подводим ребро и кистью решаем назад.
Ребро здесь. Подводим ребро и делаем мини-перехват. Ребро. Подводим, мини-перехват. Переходим на решение, зацепка и последнее движение вот этими пальцами. И если ребро встретилось здесь, то мы его сюда подводим и делаем мини-перехват. И решаем точно таким же алгоритмом. Давайте быстро. Так вот. Левый задний слот. С этого положения мы просто делаем перехват сюда и уходим на решение уже в правый задний слот. Еще раз. Вот ребро. Перехватили, решили. Это решение идет примерно за 0,65, и этого с головы хватает. Ребро. Решение. Если ребро встретилось здесь, то мы делаем смещение и потом переходим на точно такое же решение. Еще раз. Ребро. Сместились, решили. Если ребро встретилось здесь, то мы также смещаемся, подворачиваем ребро сюда и переходим на точно такое же решение. Ребро. Решение. И если ребро встретилось здесь, то мы также делаем перехват, подводим ребро сюда, и здесь уже можно решать, не отрывая кисти. То есть вот ребро, перехват, подворот и кистью решаем, не отрывая пальцев. Это помогает нам остаться в стандартном положении рук. И, наконец-таки, вторая вариация пары. Левый задний слот. Тут можно использовать один алгоритм. Решение выглядит так. С этого положения можно, не отрывая левой кисти, просто решать. Ребро. Решение. Либо решать с мини-перехватом через такой фингертрикс. Еще раз ребро. Решение. Получается тоже достаточно быстро. Ребро здесь. Я его левым указательным подвожу и ухожу на решение с неотрывной левой кистью. Ребро. Решение. Если ребро здесь, то я его просто подвожу сюда и также ухожу на неотрывное решение кистью. Можно хорошо натренировать пиф-пафы на левой стороне и отлично справляться с этим решением. С этого положения просто подводим и тоже уходим на это же решение. В общем, тренируем пиф-пафы на левой стороне через левую руку, и вы достигнете очень хороших результатов решения пары через левую руку. Вот, в принципе, и все, что я вам хотел показать. В принципе, пара легкая, решается спокойно, меньше, чем за секунду. Все решения построены на пиф-пафах, то есть проблем не должно быть. Ну, некоторые проблемы только с распознаванием, когда надо пару там в задних слотах распознать. И то это, в принципе, такое дело опыта. Просто треньтесь, и методом исключения вы научитесь определять эту пару даже в задних слотах. Вот. Ну, на этом все. С вами был Виктор Данилов. Увидимся в следующем видео. Пока!